Я не знаю, каков ваш опыт в Arena Breakout и что вы ожидаете увидеть в этом ролике, но это видео не для новичков и не гайд по медицине, где я мог бы 20 минут читать описание предметов или рассказывать, куда нажать, чтобы не болело. Тут мы проведем детальную экспертизу всех медицинских припасов в игре, которая разорвет устоявшиеся шаблоны. Скорее всего, вы играете в Арену уже достаточно времени, чтобы самостоятельно во всем разобраться. И насчет себя я думал точно так же. Ровно до того момента, как начал подготовку к созданию этого ролика. Но сопоставив все свойства медикаментов в Arena Breakout, я был сильно удивлен некоторым результатам, и которые почти полностью изменили мой выбор медицинских припасов для выхода в рейд. Выводы — это то, с чего мы начнем и закончим это видео, и то, чего вовсе нет в большинстве роликов со словом «гайд» в названии. Я подготовил для вас простой и удобный инструмент, который позволит очень просто определиться с тем, какие медицинские припасы и в каком количестве лучше всего подойдут под конкретно ваш стиль и уровень игры. Все, что вам понадобится, это некоторые пункты в статистике вашего аккаунта, и вот эта таблица, которая сама все посчитает буквально в 3 клика. Я научу вас пользоваться ей. Поверьте, воспользовавшись этим инструментом, вы сэкономите себе огромное количество коинов в следующих сотнях или даже тысячи рейдах. Обыскивая снаряжение своих противников, а также наблюдая за множеством игроков на стримах, я заметил необоснованную популярность некоторых медицинских припасов, таких как аптечка Е3 и 100D, двух видов баночных обезболивающих и, конечно, стандартный хирургический набор, без которого не обходится ни один рейд, наверное, у 80% игроков. Но правильный ли это выбор? Давайте разбираться по порядку. Аптечки Е3 и 100D — это то, что чаще всего можно найти в снаряжении уничтоженных вами противников в Arena Breakout. Но давайте проверим их актуальность в созданном мной калькуляторе. Для начала я зайду в статистику своего аккаунта и узнаю, сколько очков здоровья в среднем я теряю в одном рейде, и удвою это значение, чтобы был запас на непредвиденные обстоятельства. У меня получилось значение 500 единиц. Вписав его в поле таблицы, мы видим, что эти две самые популярные аптечки не имеют вообще никакого преимущества перед их расширенными вариантами ТМК и СТО. Ни цена, ни вес в инвентаре, ни занимаемое место и тем более скорость исцеления не делает ни намека на справедливость их завышенной популярности. Я даже больше того скажу. Никому не интересный простой комплект помощи может оказаться чрезвычайно выгодным и быстрым, если вам нужно как можно скорее вылечить одну только что зашитую конечность и как можно скорее вернуться в бой. Теперь давайте проверим актуальность такого популярного стандартного хирургического набора в Arena Breakout. Точно так же, как и с аптечками, выясним в личной статистике, сколько конечностей в среднем я теряю за рейд, и умножим это значение на 2, чтобы иметь запас на всякий случай. У меня получилось значение 5. Вписываем его в поле ввода калькулятора и с удивлением выясняем, что этот набор является самым невыгодным для использования по всем параметрам, кроме затрат на время анимации. Куда более выгодно по финансам купить набор СТО и положить его себе в сейф, чтобы успеть полностью израсходовать за 2-3 рейда. Хотя высокий уровень выживаемости может позволить вам без опаски носить его даже в разгрузке. Ну а что в нашей игре с актуальностью самых популярных баночных обезболивающих, которые мы с вами находим в экипировке, наверное, у 99% всех игроков. И вновь мы берем информацию не с потолка, обращаемся за ней в личную статистику аккаунта. У меня средняя продолжительность рейда составляет примерно 25 минут. И, конечно, было бы здорово, если бы я мог все время находиться под действием обезболивающего. Но зная себя, я не всегда обновляю его по истечению, так что пускай это будет 15 минут за весь рейд. Вписываем желаемое значение в калькулятор и в очередной раз видим то, что самые популярные баночные колеса являются самыми невыгодными в плане не только цены, но и веса. А ведь до подготовки этого видео я сам использовал только их. Ну а новичкам, которые до сих пор пытаются сэкономить, покупая быстрое обезболивающее, я вовсе искренне сочувствую. Внезапно для себя я открыл невероятную выгоду использования жидких обезболивающих, которые обойдутся мне едва ли не в 3 раза дешевле баночных, не потребуют дополнительного питья во время рейда, а ко всему еще они почти не имеют массы в инвентаре. Но если ваш процент выживаемости пока не так высок, эти жидкие препараты сэкономят вам на длительной дистанции просто огромную сумму денег, так как вы можете точно рассчитать их необходимое количество на весь рейд и не рисковать дорогой банкой колес стоимостью около 10 тысяч коинов. Расплатиться за эту выгоду придется лишь более долгой анимацией применения и парой дополнительных клеток в разгрузке или рюкзаке. Это были выводы, которые я сделал лично для себя. Все цены, внесенные в таблицу, были актуальны на момент записи видео и могут меняться со временем суток. Ссылку для бесплатного скачивания этой таблицы вы найдете в моем бусти. Так вы сможете обновить цены в любой момент времени или ввести данные для просчета на собственный вкус. В дальнейшем этот калькулятор будет дополняться новыми предметами, возможно получать новые функции, которые вы можете предложить в комментариях. Если вы ютубер, вы можете воспользоваться этим инструментом, чтобы сделать собственный качественный гайд по медицине. А упомянувшим в своих видео меня как первоисточник будет отдельный респект.
Спасибо, что подписаны. Не забудьте рассказать друзьям о том, что сейчас узнали. И до новых встреч в видео по Arena Breakout.